Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня будет видео для новичков, для тех, кто хотел бы научиться вышивать крестиком. У меня уже есть подобного рода видео на моем канале. Сейчас в правом углу верхнем выйдет ссылочка, вы сможете зайти и посмотреть все эти видео. Но так как возникает множество вопросов, и в основном аудитория просматриваем видео это дети, и девочка 9-летняя попросила у меня, чтобы я более подробно рассказала и, опираясь на аудиторию маленьких деток, рассказала внятно, подробно от самого начала и до того, как выбрать набор, какую канву выбрать, нитки. В общем, сначала мы начнем видеоурок. Я покажу вам сам принцип вышивки, покажу, как отшивать кресты, полукресты, как закреплять нить. А дальше я покажу уже, какие выбрать наборы или схемы, с чего начать. И, возможно, даже в этом видео мы начнем отшивать какой-то маленький сюжетик. Если это будет видео занимать уже много по количеству времени, то я тогда перенесу уже отшив какой-то одной схемки или набора на второе видео. А сейчас приступим к отшиву обычных крестиков. Сам принцип я вам расскажу два метода, потому что самым стандартным методом, который описан в любом наборе, я не пользуюсь, я не отшиваю так, как написано в инструкции. Я отшиваю своим методом, то есть наоборот у меня идут крестики. Чтобы это было понятно, я сначала покажу, как правильно, как указано в каждом наборе, в каждой инструкции, а потом покажу, как вышиваю крестики я. Мне так проще, мне так легче. И как я смотрю на YouTube, что почти, в общем-то, 60% вышивальщиц вышивает именно так, как вышиваю я. Скорее всего, это действительно удобно не только мне, но и многим другим. Ну, сейчас приступим. Так, я уже отсняла небольшой отрезок о том, как делать обычные крестики на белой канве. И так подумала, что вот этот каунт 14 мелковат и вам не особо хорошо видно. И поменяла на красный, и отрезок с отснятым материалом на белой канве я поставлю уже после того, как мы сейчас с вами будем вышивать на красной канве. Белыми нитками, я думаю, вам будет это более легче к восприятию, этот материал. Сейчас начнем с вами вышивать на красной канве. Надеюсь, вам будет очень хорошо видно. Специально взяла яркий красный цвет и возьмем белую нить. Вот обычный органайзер, который у вас будет в каждом наборе. Я покажу, как взять нить из этого органайзера. Берем иголочку, поддеваем одну из нитей и медленно так вот вытягиваем. Если здесь что-то путается, выравниваем хвостик и тянем на себя ниточку. Все, ниточку из органайзера мы достали. Складываем ее, вот она. Вот это длинная ниточка. Сейчас я вам покажу на коротком отрезке. Вот. Чтобы вам было видно очень хорошо, потому что именно по этому методу, как закрепить нить петлей, у меня больше всего вопросов. Вот такая вот нить. Вот у нас длинная нить. Я вам покажу сейчас на короткой, чтобы это было видно, как у нас образуется петля. Складываем вот пополам. У нас получается петля. Два кончика. Вот они.
мы вдеваем в иглу любым для вас удобным способом. То ли это обычным вот вдеваем, или же с помощью нити вдевателя. Нити вдеватель выглядит вот так. И вот у нас получилась петля. И сейчас я покажу, как сделать закрепку с помощью петли. Вот наша длинная нить. Мы ее складываем пополам. Сложили пополам. Берем иглу. Или обычным способом, или с помощью нити вдевателя. Вот так вот. Все у нас получилось. Вот наша петелька. И сейчас мы сделаем закрепку с помощью петли. Вводим иглу. Я вам показываю на лице, а потом покажу, как на изнанке. И вот так вот. Вот наша петля. Мы продеваем иглу в петлю. Это закрепка, которую вы увидите на изнанке. Но так как я не хочу сейчас переворачивать раму, мы ее сейчас спрячем. Вот верхний угол. Мы вводим иглу, и эта петелечка у нас прячется. Все. Мы закрепили нашу нить и можем вышивать крестом. Кому непонятно, я сейчас попробую показать, я все-таки переверну раму и попробую вам показать, как вы будете это делать вот, в жизни, потому что не каждому понятно то, что я сейчас сделала. Сейчас я еще раз покажу уже на изнанке, как будет выглядеть петля. И вот я вам покажу, как в принципе это делаю всегда. И закрепка будет у вас на изнанке. Значит, с изнанки мы выводим на лицо иглу с верхнего правого угла. Полностью не вытаскиваем и вкалываем в левый нижний. Переворачиваю раму, чтобы вы видели, как это выглядит. Вот перевернула я раму. И вот эта петля. И вы на изнанке закрепляете петелькой. Все. У вас закреплена петелька и ниточка. Вы можете обратно перевернуть раму. Вот. Первый полукрест готов. Закрепили нить и продолжаем дальше. Я вышиваю в таком направлении. Вот. Справа налево. Если полукресты идут сначала справа налево, то потом я их закрываю вторым полукрестом. Иду слева направо, и получается у нас закрытый полный крест. С верхнего угла в нижний. С верхнего в нижний. Прошу запомнить такой нюанс, что все нижние полукресты должны быть в одном направлении. Не может быть такого, что идет нижний полукрест с верхнего в нижний, а потом вот мне что-то такое приснилось, и я делаю полукрест с верхнего левого в нижний правый.
То есть все должно быть, нижние полукресты в одном направлении, верхние в другом направлении. Но все всегда в одном направлении, чтобы не было у вас кресты разного вида, чтобы все кресты были аккуратненькие и смотрелось очень красиво это на работе на вашей. Сначала, может быть, это будет вам непонятно, но в дальнейшем, как только мы начнем отшивать по схеме, сейчас я вам покажу просто крест, сам принцип, так как необходимо отшивать крестик, а потом мы с вами возьмем схемку, я покажу, какие схемы надо использовать, какие легче всего. Не нужно покупать сразу набор, но если он у вас есть, я также расскажу, как вышивать по набору. И начинаем двигаться справа налево, с верхнего угла в нижний. Я это буду делать медленно, чтобы вам было понятно, так как вы меня и попросили. Делать все медленно и рассказывать все очень подробно. Кому это не нравится, есть множество еще уроков, которые вы можете посмотреть. Переключайте и идите дальше. А это для моих маленьких вышивальщиц, которым непонятно, я им буду объяснять очень медленно и подробно. Вот, я думаю, сейчас мы можем закрывать этот ряд. И сейчас мы будем делать полный крест. Мы теперь будем двигаться слева направо. Будем закрывать кресты. Вот мы их закрываем, ничего сложного нет. Вот так вот. Я вам сейчас это показываю на раме, потому что мне так удобно. Вы же можете купить самые обыкновенные пяльцы. Сейчас я вам все расскажу чуть попозже, что надо купить и для первого раза и где. Вот так вот закрываем, чтобы крестики были ровные. Можно использовать вот такой вот метод. Брать иголочку и между ниточками продевать. И будет у вас ровный крестик. Но на первых порах вам это не обязательно. Вы можете просто делать крестики обычным способом. А потом уже будем добиваться ровных крестиков. Сначала научимся их делать просто. И вот мы закрываем последний крестик. В зависимости, какая у вас схема, так вы потом это поймете, как вам лучше делать. Сначала делать полукресты, ряд, потом закрывать. Все зависит от того, что вы видите в схеме. Сейчас я вам покажу, как мы пойдем с вами вверх. Мы пойдем с вами вверх. С верхнего в нижний. И идем вверх. Вот так вот. И сейчас, например, пойдем с вами, сделаем крестики вот так вот вверх в виде домика. Сейчас попробуем сделать вот крышу. Покажу, чтобы вы понимали, как делать кресты в разных направлениях. Сейчас мы делаем просто полукрест, а потом будем его закрывать. И вот такой у нас получается домик, крыша домика. Вот. И сейчас мы будем закрывать крестики. Можно это делать любым способом. Можно это сделать с верхнего угла, вот так вот, в нижний. Дальше вы не сможете использовать верхний угол, поэтому вы используете нижний угол
и двигаетесь в верхний. Вот. Крестик выглядит одинаково, что вы делаете с верхнего, что с нижнего угла, не имеет значения, так как вам удобно. Но для того, чтобы крестики были красивые, вот если мы сделаем опять с верхнего, вы будете видеть продолжение ниточки. Вот она. Видите? Потому что она идет сверху. Если вас это очень волнует, чтобы крестики были очень красивые, тогда вы вышиваете вот таким вот способом, чтобы не было видно ниточки, как она тянется сверху. Выводите иголочку с нижнего ряда и идете в верхний. И так следующий. Закрываете. Вот. А можно и наоборот, простым, обычным способом, если вас на первых порах не будет особо донимать ровные, неровные крестики, если вы просто хотите научиться вышивать. Вот так вот. Опять-таки говорю, что можно как с нижнего, так и с верхнего. Но если вы в данном случае, вот игла у вас пошла в нижний, то это следующий крест, который вы должны начать с верхнего угла. У вас уже не получится, поэтому ничего страшного. Вот с нижнего угла продолжайте в верхний. Дальше можно крест вот с верхнего в нижний. И у вас получается крестик. Сейчас я вам покажу, как закрепить нить на изнанке, когда она у вас заканчивается. Вот мы выводим ниточку на изнанку, переворачиваем, я в данном случае переворачиваю раму, вы пяльцы, например. И вот так вот мы делаем. Мы подводим нашу иглу под прошитые крестики, либо вверх, ну как вам уже удобно, либо под нижними вот крестиками, либо вверх. Это не имеет значения. Вот. Берете 2-3 крестика любых, вот, или вверх, вот так вот, или под нижними. А теперь попробуем под нижними сделать. У меня иголочка самого большого размера, поэтому кончик у нее тупой, и это не так просто сделать. Я специально взяла самую большую иглу. Вот. Поддеваем под имеющиеся уже крестики и берем иглу и протягиваем ее под всеми этими крестиками. Вот, все готово. А хвостик можно уже обрезать. Берем ножнички и обрезаем лишнее. Все. Отшитый элемент у нас есть. И сейчас я покажу вам, как дальше мы будем вышивать, но закреплять ниточку мы будем не методом петлей, если у вас, например, есть просто 2 ниточки, потому что есть отшив наборов и в 3, и в 4 нитки, поэтому петлей у вас не получится. Вот у вас 2 ниточки сложены вместе, видите, петли нет. Как сделать закрепку? Делаем мы ее вот так. Вот выводим иглу. Кончик, который у вас будет на изнанке, вот такой вот маленький кончик. Сейчас я вам покажу. Вот вы придерживаете его с той стороны. Это вот так, как выглядит ваша изнанка сейчас. Вы придерживаете его пальчиком и делаете полукрест.
Вот. Делаете полукрест, вот он. Но с изнанки держите, придерживайте пальчиком хвостик. Вот он. И выводите. Вот вы его придерживаете. Вот в эту сторону, да. Придерживаете. Не совсем удобно, потому что я хочу вам сразу показать и изнанку, и лицо. Дальше вот у вас получается вот так вот закрепляется ниточка. Вы ее придерживаете пальчиком, а с лица это будет выглядеть вот так. Вот, то есть у вас с изнанки эта ниточка закреплена. Дальше вы делаете полукрест и смотрим нашу изнанку. На нашей изнанке ниточка вот закреплена. Если вы придерживаете пальчиком, то вот эта ниточка вот она попадает под полукрестики, и таким способом ваша нить будет надежно закреплена. Далее, сейчас рассмотрим еще несколько вариантов. Вот, закрываем эти 3 крестика. Как мы можем еще вышивать крестиком? Это когда мы прошлись полукрестами и закрыли их. Сначала делаем полукрест, потом вторым полукрестом накрываем. И получается у нас крестик. А сейчас я вам покажу, как мы сделаем так, чтобы крест у нас закрывался сразу. И начинаем. Вот мы вышиваем, например, в эту сторону, и сразу же будем закрывать наши крестики. Сразу закрываем. Вот так. Если вы вышиваете слева направо, то можно также использовать и другой способ. Не сверху идти, а снизу. Вот сейчас я вам покажу. Например, с нижнего вверх. И так идем, например, до конца ряда, если у вас так по схеме. Так просто удобно менять разные методы вышивки крестом. Смотря по ситуации, учитывая вашу схему. Вот. И точно так же вот мы закрываем, только уже с нижнего ряда. Вот. Крест от этого не будет выглядеть как-то иначе. Он всегда выглядит одинаково. То ли вы сверху делаете, начинаете, то ли снизу вы начинаете делать свой крестик. Но я вышиваю всегда справа налево и с верхнего угла начинаю. Мне так удобно. И начинаю свою работу вышивать с нижнего угла, с правого, и иду вверх. И сейчас еще вот пару крестиков. Например, сделаем и будем сразу же закрывать. Ой, заканчивается ниточка. Мы сразу закрываем. И сейчас сделаем закрепочку на изнанке. Вот вывели ниточку и подводим под все крестики, которые у нас отшитые. Вот.
Это у меня 22 игла, поэтому она очень такая большая и очень тупой у нее кончик. Поэтому мне сложно подвести под крестики. Вам это будет сделать гораздо легче, потому что обычно используется 24-25 размер с острым кончиком. Вот так вот. И выводим иголочку. И вся ниточка наша прошлась вот под вот этими вот полукрестиками, и она закреплена. Мы обрезаем кончик. Все, наши крестики готовы. И сейчас я вам покажу еще способ, тот, который у вас указан в инструкции. Вот этим способом мы вышивали вот этот ряд. То есть с нижнего ряда шли вверх. Для тех, кому это интересно, просмотрите на белой канве. И еще я вам покажу подробно сейчас в этом уроке, с чего необходимо вам начать, чтобы не нужно накупать наборы. Можно взять с интернета любую схемку. Я вам сейчас покажу, какую. Покажу, оставлю ссылочки, где искать эти схемки. Даже, может быть, оставлю ссылочки на эти схемки. Лучше всего использовать монохром или использовать самую-самую простую схему. Можно даже самому нарисовать ее в тетрадочке на клеточках и так тренироваться. Я так учила очень много своих знакомых и деток, и все прекрасно вышивали. Всем это было очень понятно. Так что, кому это интересно, оставайтесь со мной, и вы сейчас все подробно узнаете и увидите. Это обычная инструкция, которую вы увидите в любом из наборов. Направление на работы указано слева направо. Полукресты отшиваем, начиная с левой стороны, и идем вправо. Это так, как указано в инструкции. И кресты закрываем, уже направление работы меняется, и кресты закрываются уже справа налево. Это первый способ, которым я не пользуюсь. И сейчас я вам покажу, как вышивать обычным стандартным способом. Прежде чем начнем отшивать первые крестики, я хочу вам сказать, что не имеет значения, каким способом вы будете отшивать, способом, который указан в инструкции, или тем, который покажу вам я. Не имеет значения с нижнего угла левого вы будете в правый, или так как я иду с верхнего правого в нижний, визуально это будет выглядеть одинаково, только направление работы, как в инструкции указано, это будет у вас слева направо полукресты и закрытие крестов справа налево. Мой метод, он наоборот все. Я сначала полукресты отшиваю в направлении справа налево, и уже закрываю кресты слева направо. Мне так удобно, и я вижу, многим так удобно. Я не люблю вышивать снизу вверх. То есть мне это не нравится. Сейчас я вам покажу, как же это, что я имею в виду, потому что те вышивальщицы молоденькие, которые учатся только, которые в школе 9, 10 лет, 8, они меня не понимают. Сейчас я попробую это более подробно объяснить. Закрепляем наш первый крестик методом петелька. Значит, делаем мы это так. Я вам покажу все это на лицевой стороне. Вот видите, вот наша петелька. Вот она. Направление полукреста есть. И вводим иголочку в вот эту петельку.
И у нас ниточка закрепляется. Вот так это будет выглядеть на изнанке. Но так как я не хочу вертеть, крутить пяльцем, нижний угол я ввожу иглу, и эта петелечка, сейчас я вам ближе поднесу, она прячется. Все. Первый полукрест у нас готов. В нижний левый угол мы вводим иглу и делаем полукресты. Направление у нас слева направо. Вверх, снизу, вверх. Направление нижних полукрестов должно быть всегда в одном направлении. Вы не можете сначала сделать полукрест так, потом вот так нижний. Я вам визуально покажу, что это получится. Вот получится крест, должен выглядеть у вас вот так, а он будет выглядеть вот так. И получается, что все крестики у вас будут выглядеть по-разному. А должны они все выглядеть, вот покажу вам готовую работу. Что я имею в виду? Что верхний крест, полукрест, должен также смотреть в одну сторону. Вот. Нижний идет справа налево, а верхний слева направо. Я думаю, понятно будет то, что я объясняю. Все крестики должны визуально выглядеть одинаково, а не так, как получилось у нас вот здесь. И сейчас я распущу то, что мы сделали неправильно. Вот так мы распускаем свои неправильные крестики. Вдеваем нашу ниточку обратно. Вдеваем или с помощью нити вдевателя, или обычным способом. И продолжаем. Таким способом обычно начинают работу всегда сверху. Сверху и идут вниз, если вы вышиваете с нижнего ряда в верхний. Это удобно, и визуально крестики будут смотреться красиво. Если же вы будете вышивать тем способом, которым вышиваю я, то работу начинают с нижнего угла. Я обычно начинаю вышивать с правого нижнего угла и иду вверх. И сейчас мы с вами сделаем еще несколько полукрестиков из нижнего ряда в верхний. И будем закрывать. Из нижнего правого идем в верхний левый. И так полностью закрываем весь ряд. Для того, чтобы крестики были ровнее, можно сделать вот такой вот способ применять. Между ниточками вводить иглу, и тогда крестики будут у вас ровные. Но на первом этапе, когда вы только учитесь, это вам не обязательно. Мы к этому еще вернемся. И вот закрыли вы все крестики. И что я имею в виду? Если
когда говорила, что этим способом обычно отшиваются работы, которые идут сверху вниз, вы вышиваете. Потому что вот, смотрите, направление ниточки вот, оно уходит вверх. И если вы будете дальше вышивать вверх, вот вы идете вверх, вы хотите сделать сверху крестик, у вас это уже не так получится быстро, потому что вам необходимо по этому способу ввести иглу вот в это место. Если вы вводите в это место иглу, у вас распускается крестик. Поэтому я обычно пользуюсь двумя методами. В этом случае я использую крест с верхнего угла в нижний. И вот крест получается у нас. И сейчас я вам покажу, как дальше мы вышиваем. Например, нам необходимо сделать крестик вниз. Как видите, вниз уже будет более удобно делать вам крест. Вот мы выполняем крест снизу. Сейчас, например, я покажу, как нам пойти сделать крестики, например, в виде лучика. Да? Вот мы сейчас пойдем вот так вот. Нижний, верхний. И сразу же закрываю я крест. Вам необходимо ориентироваться по вашей схеме. Это я вам покажу позже. Как вам лучше сделать сначала полукресты, потом закрыть. Или же сразу выполнить крест полный. Вот делаем полукрест и сразу же его закрываем. Вот так вот. Сейчас мы пойдем с вами вверх. Вот так вот. Мы сразу же закрываем крестик. Вот так. С нижнего в верхний. И с нижнего правого в верхний левый закрыли мы все крестики. Вот так вот. И сейчас я вам покажу. Все то же самое повторим, но, допустим, вверх сделаем крестики. Сначала мы сделаем полукресты, потом вернемся и закроем их. Вот так. Просто будем идти вверх полукрестами. Я надеюсь, вам видно все хорошо. И сейчас будем закрывать. Или же давайте попробуем еще сделать, например, ряд влево, вниз и вернемся. Закрываем полукресты, потому что так бывает и по схеме. Перешла с легкостью на метод второй. Вернулись и начинаем вышивать с нижнего в верхний. С нижнего вверх. Только идем в другую сторону. У нас уже заканчивается ниточка. Я вам как раз сейчас и покажу, как я экономлю ниточки, когда есть такая необходимость. Вот так вот. И сейчас мы пойдем вниз, вот делаем полукрест. И вот, допустим, у меня остается маленький совсем, вот видите, кончик. И, возможно, мне уже
ниточки очень мало остается. И сейчас я вам покажу, как сэкономить ниточку. Допустим, у вас ниток очень мало этого цвета в наборе, так бывает, и нужно сильно экономить. Сейчас я вам покажу, как сэкономить нить. Я использую нитевдеватель и иголочку. Вот у нас осталось закрыть. Например, у вас такое бывает в работе, что необходимо закрыть, ну, каких-то там 4-5 крестиков, и вы не хотите больше брать новую иглу, больше у вас этого цвета не будет. Вот такой вот способ, он очень удобный. Вводим иглу в верхний угол, вдеваем в ушко нитевдеватель и заправляем иглу. Игла заправлена. Дальше вот этой частью иглы мы будем выводить ее обратно в следующий раз. Вот в этом месте. Для того, чтобы закрыть крест. Вот у нас получился полукрест. Для того, чтобы закрыть еще одним полукрестом, выводим, вот видите, ушко появляется. И вот вся наша ниточка вышла на лицо. Дальше делаем все то же самое. Верхний угол мы закрываем просто крест. Получается у нас вот так вот. Дальше вводим на изнанку, а уже с изнанки выводим на лицо. И закрываем вот таким вот способом необходимые нам крестики, пока вообще не закончится у нас ниточка. Вот так вот. И вот, например, все, мы уже больше не хотим использовать этот коротенький кончик. Мы убираем на изнанку. И на изнанке сейчас я покажу, как закрепить нить. Переворачиваем работу. Заводим иглу под полукресты, имеющиеся уже на работе. Вот это видно. Если бы у нас была длинная ниточка, мы бы просто вытащили иглу, ниточка была бы под всеми полукрестами. Но так как у нас маленький кончик, мы делаем все то же самое, что делали до этого. Берем нитевдеватель, вдеваем и продеваем. Все. Наша ниточка закреплена, кончик мы обрезаем. Я обещала рассказать в этом видео и начать отшивать какую-либо схему, но так как по времени это уже будет очень большое видео, я сейчас кратко просто пробегусь по тому, какие схемы, наборы, какие лучше брать, какие нет. Кто хочет посмотреть более полную версию, я расскажу подробно и покажу каждую схемку, какую лучше взять, какими мулине пользоваться, какие иголочки есть. Ну, в общем, более подробный такой курс для начинающих. И расскажу, какой лучше взять набор. И начнем мы отшивать какую-либо схемку или какой-то элемент из схемки, потому что всю схемку, конечно же, вышивать это будет большое очень видео по времени. Пожалуйста, добро пожаловать ко мне на канал. Следующее видео после этого будет именно такой вот полный курс для начинающих. А сейчас кратко я вам расскажу, что есть наборы разных фирм. Для того, чтобы начать вышивать, вам не обязательно покупать наборы. Вот такие маленькие наборчики фирмы РТО. Они бывают с органайзерами. В набор входит уже и игла, но не во все наборы. Вот такой органайзер. Это удобно, когда уже ниточки есть на органайзере.
так как есть и вот такие вот наборы, когда нитки придется разбирать самому. Не советую такой набор покупать для начинающих, потому что это не так комфортно, как получить вот такой вот набор уже с нитками разобранными. Так, есть вот такие вот наборы. Этот набор не на канве. Вот здесь вот канва. Для начинающих лучше взять канву. В этом наборе используется равномерка, ткань равномерного переплетения. В следующих видео я покажу, как вышивать на такой ткани. Такие наборы не нужно брать для начинающих. Вот обычные простые наборчики, где минимальное количество цветов. Вот их достаточно много, выбор большой. Есть разного цвета канва, вот голубая, белая. Но вот такие наборы фирмы Алиса я не советую вам брать для первого набора. Здесь, в общем-то, как по крестикам по вышивке, все легко. Но бэкстич это вот такие вот линии. Такой стежочек, которым вы будете вышивать некоторые элементы. Вот. Бэкстич здесь несчетный. Его очень некомфортно выполнять. Что я имею в виду? Например, на такой вот работке бэкстич делается очень легко. Он счетный. Здесь идет из клеточки. Вот из одной дырочки, так сказать, в другую. Никаких проблем с этим бэкстичем у вас не будет. В наборах Алиса для начинающих это будет проблема, так как вы еще, в принципе, вообще не умеете делать бэкстич. И что здесь происходит? Здесь у нас происходит нечто. Вот идет в середину крестика, вот между клетками, в самую середину крестика попадает бэкстич. Где-то здесь найти. Вот. Весь бэкстич здесь несчетный. И это неудобно, некомфортно будет для вас. Поэтому сам сюжет, он легко вышивается. Но я не советую брать вам первый набор, набор Алиса. У меня есть видео. Я именно этот набор взяла и поняла, что для начинающих это вообще не вариант, не нужно. Возьмете это как второй набор, третий, но не надо брать первый. Есть вот такие обычные открыточки, если вы ходите на выставки какие-то, где-то в каких-то журнальчиках. Это обычные такие подарочные схемки. Вот бэкстич здесь совершенно простой, легкий. Он идет из клеточки в клеточку. Здесь его выполнить вам не доставит никакого труда. Я все покажу, как это сделать в следующем видео. Все подробно мы все это рассмотрим. Мулине можно брать любые, абсолютно любой фирмы. Это СХС, китайские мулине. Они по цене вам подойдут для первого опыта. Можно гамму брать, можно взять Пери, ДМС, ну это как вы уже захотите, по цене ориентируюсь. Можно просто взять любые дома, если у вас, знаете, бывает у бабушки остался целый там сундук этих ниточек от мамы, от бабушки. Берете любой цвет, любой. Вот такие вот схемы, я попробую вам найти ссылки на эти все схемки. Одним цветом вот вышиваются. Берете любой, красный, голубой, зеленый, какой у вас есть, для того, чтобы не тратить деньги. Может, вам и не понравится вышивать, может, это не ваше. Поэтому пробуйте любую схемку, любые есть схемы, и мы с вами их будем вышивать. Вот так она выглядит. Не обязательно даже распечатывать это на цветном принтере. Вот. Можно на обычный сделать печать. Здесь один цвет, поэтому это будет легко отшиваться. Более сложные вот такие вот можно брать схемки. Тот, кто хочет попробовать еще и бэкстич, можно взять вот такую вот схему. В контактах есть
такая группа, где очень-очень много схем. Там можно искать себе на любой вкус, вы себе найдете. Я оставлю ссылочку. Да и в принципе не только в контактах, везде этих схем полно. И мы с вами в следующем видео начнем отшивать какой-либо элемент. Я подумаю, что это будет, потому что всю схемку, конечно, это будет долго. Поэтому возьмем или какой-нибудь элемент вот в виде сердечка, или попробуем вот, например, желудь. В общем, что-то мы попробуем с вами вышивать. И там я уже точно вам подробно с самого начала все расскажу. И еще раз подробно мы остановимся на наборчиках, посмотрим схемки, какие бывают в наборчиках. И будем поэтапно рассматривать, как же от самого начала, от выбора сюжета, выбора набора, и уже приступим к вышивке набора. И потом я уже вам расскажу, как оформляются вообще разные вышивки. Так что, кому это интересно, заходите на мой канал и смотрите. Ссылочку, конечно, сейчас я не смогу оставить под этим видео, но чуть позже я обязательно и в правом углу я оставлю ссылку на видео урок подробный. И в инфобоксе вы также сможете чуть позже найти эту же ссылку. А вам я желаю легких крестиков, не бойтесь, все у вас получится. Если есть какие-то вопросы, задавайте, отвечу, и может быть еще снимем какое-нибудь видео, если я не столь подробно в этом видео смогла объяснить, как же вышиваются крестики.